Если я вас спрошу, какого цвета изображение в центре, очевидно, что оно черное. Но производитель климатического оборудования пытается продать нам мысль, что это не светлое. У них это называется маркетинг. Сегодня об этом. Всем доброго времени суток. Прошу прощения за 1 минуту моей демагогии, потому что хочу сказать, что, по моему мнению, является правильным обнаружением человека дома. Почему так говорю? Потому что встречал такую информацию, когда под понятие обнаружения человека дома вкладывается факт того, что в доме поднимается уровень СО2. Якобы это означает, что человек дома. Неплохой вариант, но это недостаточно точно. Можно точнее. То, что поднялся уровень СО2, означает только то, что поднялся уровень СО2, не больше. То, что я хочу назвать правильным способом, тоже не лишен таких логических изъянов, потому что я буду говорить про GPS определение координат, но, как мы понимаем, GPS-датчики не находятся внутри человека, да, а они находятся в телефоне или в каких-то других специальных устройствах. Ну, тогда я это назову более точным способом обнаружения человека дома. И вот схематично я хочу показать, что происходит. Значок с буквой О — это фактически человек, находящийся, то есть значок перемещается в зависимости от того, как меняются координаты GPS сигнала. Вот эта большая круглая оранжевая зона — это домашняя зона. Этот радиус регулируется, он может быть и 100 метров, он может быть и 10 метров, в зависимости от условий и обстоятельств, которые именно индивидуальные. И вот то, что для нашей задачи необходимо, человек покидает зону. То есть вот именно этот момент и является триггером. И вот этот момент именно служит сигналом для включения, когда человек входит в зону, и выключения, когда человек выходит из зоны. Тут можно видеть, я оставил включенным монитор дома, включил запись экрана, взял собаку и пошел гулять. Также на телефоне я включил запись экрана, тоже можно будет видеть, что происходит на телефоне. Немножечко отличается. На телефоне есть один этап, который не присутствует на домашней версии. Значит, вот справа это телефон, слева вставка — это просто другая страница, где можно наблюдать именно вот за тем значком зеленым, который подписан «Папа», это я. И он поменяет свой цвет, когда я покину зону домашнюю. На телефоне же вот тот этап, который я сказал, отличается. Это выход из домашней зоны, но вход в зону повышенной точности. То есть еще домашняя зона окружена зоной повышенной точности. Это важно тогда, когда человек входит в зону. Когда он еще не вошел в домашнюю, он попадает в зону высокой точности, когда учащается обмен информацией GPS-датчика, координаты передаются более точно и более часто. В автоматику заложена определенная последовательность. Сначала должны выключиться двигатели, давление в системе должно упасть, только потом должны закрыться клапана. Ну вот он, этот момент, значок с зеленого цвета поменялся на красный. И видно, да, что перед тем, как закрыться клапаном, выключились двигатели. Там буквально я закладывал 2-3 секунды, поэтому все происходит очень достаточно быстро. И сейчас обратная ситуация, в обратной последовательности все будет отзеркалено. Я буду входить в домашнюю зону, домашняя зона меня увидит и включит в обратной последовательности всю автоматизацию. И тут интересный момент случился, я его только вот на записи заметил, и сейчас оставлю без монтажа. Когда я пошел гулять, я гулял с собакой, в одной руке у меня собака, она тянет, в другой руке у меня телефон, я слежу за тем, как происходит запись, и по факту случается, что я топчусь, видимо, топтался на границе домашней зоны. Когда я вошел в домашнюю зону, автоматика сработала, и она запустила вентиляцию, а потом случилось так, что как будто я вышел из домашней зоны, и автоматика выключилась. Ну и потом уже окончательно я вошел, и она уже включилась и не выключалась. Соответственно, я понимаю, что я тут немного ошибся, я просто не прописал фильтр.
Достаточно прописать фильтр, что при вхождении в зону автоматика включается не сразу, а по истечению определенного времени. Скорее всего, я поставлю, что это 1 минута. Когда я вошел и нахожусь в зоне домашней 1 минуту, то тогда уже автоматика включается и запускает вентиляцию. Ну и давайте сразу исправим тот момент, который у меня случился, когда я записывал видео, да, когда я возвращался, и случилось вот это вот ложное срабатывание автоматизации, когда я топтался на границе домашней зоны. Значит, вот старый триггер, он выглядел вот так вот. Объект арена, домашняя зона Home Assistant, и отслеживался именно, это называется event, событие, просто момент именно входа. Теперь понятно, что это должно выглядеть по-другому. Надо отслеживать состояние того же самого объекта, когда он поменяет свое состояние на Home и будет находиться в этом состоянии, ну, давайте я поставлю 2 минуты. После этого истечение времени 2 минут будет считаться, что триггер сработал, и будет рассматриваться условие. Условие у меня такое, что задан бинарный сенсор, который находится в включенном состоянии в период времени с 17 до 22 часов, в тот момент, когда у меня работает более дорогой тариф электроэнергии. И я не хочу, чтобы в этот момент, даже если когда я возвращаюсь домой, чтобы включалась вентиляция. Даже когда я нахожусь дома, в этот момент у меня выключается вентиляция. Когда я сегодня в 11 утра возвращался, этот бинарный сенсор был в выключенном состоянии, которое нам требуется. Соответственно, условие удовлетворяло требованию. И дальше запускались действия. Действия выполняются в той последовательности, в которой они прописаны. Первым у меня идет выключение видеонаблюдения. Дальше включается автоматизация для клапанов. Дальше я делаю задержку 5 секунд, это с очень большим запасом. В большинстве ситуаций хватит 1 секунды. Дальше я открываю клапана на 25%. И после этого, да, делаю еще одну задержку времени для того, чтобы эти клапана физически, 2 секунды тоже запасом, но тем не менее, чтобы эти клапана физически открылись. И дальше у меня включается двигатель на соответствующую мощность. Так, нам осталось только удалить старый триггер. Мы его удаляем. Сохраняем. Ну и в заключении хочу подвести итог и выразить проведенные манипуляции в финансовом эквиваленте. В моем случае 1 час работы вентиляции стоит мне примерно около 300 Вт. На данном графике фаза, на которой находится двигатель вентиляции, это 2-я фаза, она находится посередине. Можно увидеть, что плюс-минус весь день затраты по 2-й фазе примерно одинаковые, и это около 300 Вт. Кстати, тут же можно увидеть, что в 17:00 затраты по 2-й фазе практически равны нулю или минимальны. Это как раз следствие того, что в 17:00 автоматика выключает вентиляцию и включит ее только в момент наступления более дешевого тарифа, это в 10 часов вечера. Я предположу, что данный подход позволяет экономить мне около 5 часов работы двигателей в день. Это получается 75 центов условных единиц при стоимости 1 часа 15 центов. Думаю, за месяц у меня будет таких дней 20, что в свою очередь будет равняться $15 США.